Согласно достаточно популярной концепции, когда человек встречается с большим несчастьем, он проходит определенные стадии – отрицание, гнев, торг, депрессия и принятие. Многие психологи критикуют эту концепцию, считая ее слишком механистической. Все-таки человек – это сложное создание. Человек не настолько примитивен, чтобы все его реакции можно было четко разложить на определенные этапы. Но вот конкретно для российских дипломатов и пропагандистов эта схема, пожалуй, подходит. Сегодня давайте посмотрим на то, как отечественный официоз реагирует на отступление из Херсона. Только шапочку из фольги надеть не забудьте, а то облучитесь еще. Итак, первая стадия – отрицание. Вообще работать с реальностью – это задача трудозатратная. Тут нужно включать голову, тратить интеллектуальные ресурсы. На первых порах, пока умные люди не написали методички, проще всего неприятную реальность отрицать. Для начала вспомним прошлые поражения российской армии. Например, 10 марта, когда туман войны первых дней рассеялся и провал путинского блицкрига стал уже очевиден, министр иностранных дел Сергей Лавров выдал нетленку. Планируем ли мы нападать на другие страны? На другие страны мы нападать не планируем. Мы на Украину не нападали. На Украине мы просто объяснили многократно. Наступила ситуация, которая создает прямые угрозы безопасности Российской Федерации. Какой еще блицкриг? Какая война? Никто на Украину не нападал. Просто так сложилась ситуация. Специальная военная ситуация. А вот уже 8 сентября, когда вооруженные силы Украины развернули контрнаступление на Харьковском направлении, в отказ ушел постоянный представитель России в ООН Василий Небензя. Вопреки элементарным принципам военной стратегии, украинские пропагандисты в высших эшелонах власти открыто делились с мировой общественностью планами наступления по возвращению утраченных территорий, которые охотно анонсировали украинские и западные СМИ. Против этого безумия, насколько мы можем судить, выступало даже руководство ВСУ. Однако глава Украины, пообщавшись с американскими и британскими коллегами, был непреклонен. В результате поля под Николаевым и Запорожьем и леса под Харьковом усеяны тысячами трупов украинских солдат, которых послали на верную гибель и отступать которым не давали заградотряды. Взято несколько периферийных деревень, ни о каком прорыве, разумеется, и близко нет речи. Это прекрасно понимают военные эксперты. Какого прорыва? Что же вы такое говорите? Никакого прорыва нет украинского, все в порядке. И вот теперь в суровом для российской армии ноябре месяце отечественной публике было ниспослано откровение Владимира Соловьева. Внимание! Никакой специальной военной операции, объявленной 24 февраля, вообще нет. Есть агрессивная война на уничтожение, развернутая Западом против русского народа ровно на неделю раньше. Вот нам рассказывают о том, что Россия ведет несправедливую и неспровоцированную войну. Вы что, охренели? Вы начали войну! Вы, хохлорейх, бросили убивать жителей Донбасса только за то, что они не хотят отказаться от своих святынь, от своей истории. 24 февраля это была всего лишь контратака российской армии, а война началась еще 17 февраля. Так прямо и говорит. 17 февраля 2022 года началась мощнейшая артподготовка к наступлению, спланированному не Генштабом ВСУ, а, как мы хорошо знаем, совместным штабом НАТО и ВСУ. Вот это новости. Как же это мы не заметили массированного артобстрела для наступления НАТО, уровень которого и не снился нам? Ну ладно. Какой там Харьков, какой там еще Херсон? Это все частности и нюансы. Оказывается, когда мы говорим о локальных неуспехах российских войск, мы просто за деревьями не видим леса. Ведь Россия с 17 февраля отражает нападение, цитирую, американских, британских и европейских сатанистов. Цель этих самых сатанистов – дегетеросексуализация русских.
Причем у служителей сатаны оказались пособники внутри самой России. Вот их неполный список, озвученный Соловьевым. Дословно цитирую. Предприниматель Олег Тиньков, предатель земли русской с велосипедной жопой. И режиссер театра и кино Кирилл Серебренников со своими педерастическими завываниями. Либеротная журналистика, в которой правит гомосексуализм. Поколение девиантных необразованных пидорасов. Интересно, что нападение всех этих сатанистов и их пособников Владимир Соловьев описал весьма, такой метафорой. 17 февраля нацистское копье натовских войск вонзилось вплоть Донбасса. Ой. Все это можно охарактеризовать как особую форму отрицания действительности. Оказывается, идет не континентальная война, а отчаянная защита нашей плоти от проникновения гомосексуалов, ведомых сатанистами. С отрицанием, значит, разобрались. Теперь давайте быстренько посмотрим один пример пропагандистского гнева и двинемся дальше. На стадии гнева лучше долго не задерживаться, иначе мониторы треснут. Если у вас недостаточно крепкие нервы, то лучше по тайм-коду перематывайте дальше. Хотя, на самом деле, неплохо, можно и не перематывать. Давайте посмотрим. Слишком много сволочей врали. Снизу доверху врали. О том, что у них на складах. О том, какие в техническом состоянии содержится техника. О том, сколько бойцов на линии фронта. И ни одного расстрелянного нет. Ни одного гаденыша за ухо не взяли. Ни один с собой не покончил. Ни один даже рапорт не написал. Рапорт ни один не написал. Но оставим ненадолго Соловьева и перейдем к торгу. После сдачи Херсона ответственным за торг в российской пропаганде стал Тигран Кеосаян, ведущий международной пилорамы и супруг Маргариты Симоньян. Я надеюсь, что, может, это тайный план по заманиванию. То Ты есть, об этом говорил ровно неделю назад. Помнишь, мы с тобой говорили, Да. Ты говоришь, что, скорее всего, это ловушка. Да. Вот произошла, произошла вот эта вот сейчас история. я о более да. глобальном заманивании. Ты что? Сейчас мы показываем, что мы не можем сопротивляться Так. войскам НАТО. Значит, войска НАТО, уже потеряв все берега, переходят границы Польши, Словакии, Чехии и все остальное, заполняют Украину. Так. И тут мы их всех уничтожаем, чем-то таким, фабами, напалмом, и они в испуге убегают обратно. Потому что другого плана у меня нет. По интонации может показаться, будто Тигран Кеосаян вдруг перешел на светлую сторону и стал издеваться прямо в эфире над российским вторжением в Украину. Не переживайте, пилорамщик никуда не переходил. Картинно повозмущавшись, что Киев не бомбили аж целых 4 дня подряд, Кеосаян начинает на полном серьезе выторговывать у судьбы хитрый план, чтобы поражение под Херсоном оказалось вовсе не поражением, а изобретательным маневром, достойным генерала-фельдмаршала Кутузова. И поэтому, так как я все-таки верю своей стране и своей власти, государственным институтам, верю, все равно верю. Я думаю, может, это план. Вот другого ничего предложить не могу. После торга наступает самая страшная стадия – депрессия. Тут хочу заметить серьезно, кстати, что депрессия – это не просто плохое настроение. Вопреки обывательским представлениям, депрессию невозможно преодолеть за счет самодисциплины и некой силы воли. Это патологическое состояние, требующее профессиональной помощи. Депрессия – это вам не шутки. Так что, если что, вот. Но теперь давайте посмотрим, до чего довело это состояние Владимира Соловьева. Доброе утро, дорогие друзья. Как ваши дела? Как настроение? Что у вас хорошего?
Спасибо тем, кто начинает свое утро на Вести ФМ с программы Соловьев Лайв, полный контакт. Господи, мы так давно... Я даже забыл, что мы называемся полный контакт. Как-то это все ассоциируется с той жизнью, которая была до, когда казалось, что все будет несколько иначе. Телеграм-канал Соловьев. Выходите, подписывайтесь, смотрите. Конечно, вряд ли кто-то ожидал, что его жизнь так изменится. Конечно, я никого не осуждаю, я ни в коей мере не пытаюсь сказать, что хорошо, что плохо. Я лишь высказываю свою личную точку зрения. И... Вот так вот, что депрессивное расстройство человеком делает. Бедолага человеческим голосом стал разговаривать. О! А вот вам примеры депрессии коллективной. В какой-то момент лица участников программы говорят сами за себя. Вот, надо понимать, на самом деле, как бы, какой потенциал будет долгосрочный, хотя бы в горизонте 2 месяцев. Конечно. Для этого необходима определенность со всех сторон, и эта определенность необходимо раскрывать людям по разному направлению. И по экономической составляющей, и по политической составляющей, и по военной составляющей. Ситуация, при котором как бы никто ни о чем не говорит, создает этот вакуум. Этот вакуум и порождает эти как бы особенности. Как бы неопределенность. Вот самое опасное, что может быть для политического протеста. Спецоперация идет по плану, цели и задачи будут выполнены. Хотелось бы их знать. Для разнообразия. Разок, один. Демилитаризация, денацификация Украины. Всей Украины. Еще хотелось бы оперативные планы всей Генштаба, Украины. так сказать, изучить. Западный тоже. Хотелось бы уточнить все-таки позицию. Это очень важно, на самом деле, населению и для людей, вообще для Украины, для... На самом гребне депрессии с Владимиром Соловьевым произошло совсем странное. От гомосексуализма он перешел к гностицизму. Что такое хорошо, что такое плохо? Добро и зло. Кто должен побежать? Кто вообще сказал, что добро должно победить зло? Это вопрос, который меня всегда реально мучил. Но кто сказал, что добро победит зло? Не на протяжении времени, отведенному человечеству, которое одному Господу ведомо, а вот на протяжении одной отдельно взятой человеческой жизни, что мы с вами видим, как негодяи повергнуты? Как же принять всю эту суровую действительность, в которой так много зла, где появляются вопросы на стыке философии и психологии, там неизбежно возникают разные научные школы. В данном случае мы имеем Соловьевское и Киселевское направление. Владимир Рудольфович предлагает следующий способ принятия реальности. Как можно чаще проговаривая все свои недостатки и пороки. Но чтобы слишком сильно самого себя не травмировать, говори в третьем лице, как будто не о себе, а о ком-то другом. Вот хороший пример. Да они вообще никакого стыда. И у них не то, что стыда нет, они абсолютно убеждены, что они на стороне добра. Им глубоко безразличны погибшие, их вообще не интересует вот вся эта для них вообще, хорошо, есть Россия, нет России, какая разница? Их уютный мирок не подразумевает существование России как таковой, иначе как сцены, с которой они вещают русским зрителям, российским зрителям, и за это получают. Метод, разработанный не кем-нибудь, а самим кавалером Ордена Дружбы Владимиром Соловьевым. Работает он безотказно. Сначала что-то сделай, а потом говори о сделанном так, будто речь идет о ком-то другом. Лучше всего метод Соловьева работает в ходе парной психотерапии, когда один партнер помогает другому. Посмотрим в динамике. Пишет какой-то: уберите этого Эль-Омбра дегенерата к чертовой матери. Забаньте это укронацистскую сволочь, чтобы сдохла. Вот он пишет: очнись, Вова, у нас страна в полной жопе. Конечно, у тебя страна в полной жопе. У тебя президент Зеленский пидорас. Вся украинская пропагандистская машина, она очень упрощена. Это правда. Вот этот единый вещательный телевизионный канал, там нет вот этих, знаете, философов, великих аналитиков, людей, использующих сложные там какие-то словесные конструкции, типа постмодерн, геополитика. Да, там примитивная форма подачи.
Ну и не надо забывать, что утешение можно найти в религии. Религиозность – еще одна составляющая соловьевской методики. Почему? Подождите, мы же поверили. Кому? Сатане? Да нет, мы же думали, что мы имеем дело с братским народом. Идет религиозная война. А мы это осознали? Сатана же отец лжи. Ой, ребята, демократы. Религиозно идет война. Если мы хотим победить, то пора внутри очень серьезно перестраиваться. В самом конце поговорим о методике другого выдающегося специалиста по злу и также кавалера Российского ордена дружбы Дмитрия Киселева. Дмитрий Константинович предлагает: откажись от переноса своих дурных качеств на других людей, напротив, громко и четко заяви: я не борюсь против зла, я и есть зло. Херсон мы еще вернем. Отход за Днепр носит тактический характер. Он рационален, хотя и не хочется с ним внутренне мириться. Главное, что мы сохраняем боеспособность, улучшаем наши возможности по логистике, снабжать наших воинов на новых рубежах куда легче. Пока так. Кстати, и само перемещение наших войск на левый берег прошло безукоризненно. На переправе мы не потеряли ни одного военнослужащего, ни одной единицы техники. А время работает на нас. С воздуха мы продолжаем уничтожать критически важную инфраструктуру, которая позволяет нацистскому режиму все еще шевелиться. Пусть со все большими перерывами, но пока еще пользоваться электричеством и связью, отапливать города, пользоваться водопроводом и канализацией. По мере планомерного уничтожения энергосистемы Украины все это уже превращается в роскошь. Ну какая же все-таки мразь. Давайте теперь уже серьезно. Шутки шутками, но то, что мы увидели, это какой-то высший сорт человеческой мерзости. На всех первых 4 кнопках федерального телеэфира на государственном радио работают люди, которые каждый день методично выжигают в нашей стране все человеческое. Это настоящее преступление против человечности. Разумеется, это преступление против Украины. Но в нашем случае даже в большей степени эта пропаганда – это преступление против России и всего российского народа. Вода камень точит. Если миллионы людей ежедневно слушают всех этих кавалеров Ордена Дружбы, то такое не проходит бесследно. Если смотреть и слушать подобное регулярно, многие годы подряд, то неизбежно выработается толерантность ко всей этой человеконенавистнической дряни, звериным визгом, воплем ненависти. Психологические и уже даже психиатрические последствия такой обработки нашему обществу придется излечивать многие и многие годы. Причем мы пока еще даже не начинали этого лечения. Напротив, сейчас мы только спускаемся круг за кругом все глубже в какой-то ад. Однако, чтобы как-то жить дальше, нам придется остановиться и начать выкарабкиваться из этого ада. Потому что так жить нельзя. Так нормальную жизнь не построишь. А нам нужно. До завтра.